8 ошибок, которые мешают вам задавать реальность при помощи техник Тафти. Если вы смотрите данное видео, то скорее всего уже знакомы с техниками Тафти и знаете, что с их помощью вы способны задавать для себя абсолютно любую реальность. Если же нет, то вы можете перейти на канал Тайны Души и посмотреть все мои видео в плейлисте «Трансерфинг реальности». Часто бывает так, что реальность не дается вам так просто. Вы выполняете техники Тафти, задаете целевые кадры, подсвечиваете их косицей намерения, однако переход на новую желаемую киноленту все никак не происходит. Что же вы делаете не так? В этом видео я собрала 8 самых частых ошибок, которые совершают практикующие при задании своей реальности. Посмотрите, есть ли они у вас, и напишите о них в комментариях. Ошибка номер 1. Вы не входите в центр осознания. Перед тем, как активировать косицу и приступать к заданию целевых кадров, нужно обязательно пробудиться, войти в центр осознания. Центр осознания – это та точка, помещая внимание в которую вы можете одновременно видеть и внешние события, и свои внутренние ощущения. Когда вы помещаете внимание в центр осознания, вы обретаете способность находиться одновременно внутри и снаружи любой ситуации. Ошибка многих людей в том, что они пытаются задавать реальность из неосознанного состояния, находясь как бы во сне. Они торопятся приступать непосредственно к работе с косицей, забывая предварительно входить в центр осознания. Но спящий человек не может задавать реальность. Когда вы спите, вы беспомощны, и реальность вокруг вас существует независимо от вашей воли, а вы лишь безмолвно подчиняетесь внешним обстоятельствам. Тренируйте навык управления вниманием. Выполняйте технику «Два экрана», которая также представлена в отдельном видео на моем канале. Просыпайтесь в реальности и только потом думайте о том, как ее задавать. Тогда у вас непременно все получится. Ошибка номер 2. Вы пытаетесь изменить текущий сценарий. Вторая распространенная ошибка – вы пытаетесь воздействовать на то, что уже свершилось. Но текущий сценарий уже не изменить. Противиться текущему кадру бессмысленно. И также бессмысленно влиять на окружающих вас людей. Влиять нужно не на события, происходящие здесь и сейчас, а на конечный результат, то есть будущий кадр. Именно на нем необходимо фиксировать свое внимание. Не стоит упорствовать в том, чтобы все шло по вашему плану немедленно, уже сегодня. Лучше задайте тот кадр, который станет вашей реальностью завтра. Ошибка номер 3. Вы напрягаетесь и усиливаете хватку. Еще одна ошибка, которая мешает вам задавать реальность при помощи техник Тафти – чрезмерное напряжение и контроль. Вы привыкли все контролировать, но в метафизической реальности это не работает. Вам не нужно хвататься за реальность, вцепляться в нее мертвой хваткой и чего-то требовать. Просто подсвечивайте ее косицей намерения, как будто вы одновременно и кинопроектор, и зритель. Вы сами и проецируете кадр. Старайтесь оставаться сконцентрированным, но расслабленным. Не напрягайтесь, вам не нужно прилагать усилия. Нужно лишь спокойно сосредоточиться на процессе задания целевого кадра и фокусироваться одновременно на кадре и на косице намерения. Как говорит Тафти, ваша задача не заставлять реальность подчиняться, а позволить ей самой прийти к вам. Силой вы ничего не измените. Ошибка номер 4. Вы не тренируете регулярно косицу. Если вы хотите получить результаты и научиться задавать реальность, регулярно тренируйте косицу намерения. У большинства людей косица, фантомное энергетическое сплетение, развито очень слабо. Многие ее даже не чувствуют. Но эти ощущения, как и саму косицу, можно натренировать, усилить, сделать самым мощным своим инструментом. Введите в свой распорядок дня регулярные тренировки с косицей. Это как в спорте. Если вы хотите усилить свои мышцы, нужно регулярно с ними работать, укреплять их. Запуск косицы не займет у вас много времени. Достаточно 3-4 сеанса в день по 1 минуте. Постепенно вы повысите свой энергетический уровень и натренируете косицу. Начнете ощущать ее уже не как фантомную, а как реальную часть вашего тела. И тогда ваши целевые кадры
будут воплощаться в реальность гораздо быстрее. Как работать с косицей намерения, также есть в отдельном моем видео. Ссылка в описании. Номер 5. Вы не находитесь в состоянии лады. Вот еще одна ошибка, которая может мешать вашей работе с реальностью. Возможно, вы пытаетесь задавать реальность, находясь в состоянии уныния, тревоги, раздражения или апатии. Иными словами, не ладите со своим миром. В трансерфинге мы всегда говорим о правильной трансляции, то есть следим за тем, в каком состоянии мы находимся, какие мысли, эмоции, чувства и энергии излучаем в окружающий мир. В техниках Тафти мы называем особую трансляцию состоянием лады. Находиться в состоянии лады значит создавать внутри и вокруг себя атмосферу праздника, радости, легкости. Когда вы пребываете в состоянии лады, реальность становится более послушной, и вам гораздо легче ее задавать. Вот что об этом говорит Тафти. Излучая удовольствие, любовь, комфорт и праздник, а в общем и точнее ладу, вы привлекаете к себе людей, а заодно и успешную реальность. Люди тянутся к счастливчикам, которые умеют излучать ладу. Ошибка номер 6. Вы не чувствуете себя божественным существом. Когда вы ощущаете себя всего лишь человеком, физическим телом и сознанием, запертым в рамки системы, вы не можете задавать реальность. Находясь в этом состоянии, вы пытаетесь бороться с текущим кадром и менять текущую реальность, а это невозможно. Вы своей материей пытаетесь влиять на материю, прикладывая усилия, а это неэффективный способ. Вы можете действительно влиять на реальность только тогда, когда вы себя ощущаете энергией и осознаете, кто вы есть на самом деле. Необходимо прежде всего перестать разделять материальное и духовное. Почувствуйте себя безграничным божественным существом, созидательным творцом своей реальности. Первое. Как же это сделать? Выходите за свои привычные границы, установки, стереотипы, сценарии и шаблоны. Второе. Освобождайтесь от страхов, сомнений, тревог и навязчивых мыслей. Третье. Перестаньте искать опору вовне и осознайте, что все ресурсы уже есть внутри вас. И последнее. Входите в центр осознания, в состоянии без мыслей, когда вы являетесь одновременно всем и ничем. И тогда из этого нового состояния вы сможете легко задавать свой грядущий кадр, свою будущую реальность. Когда вы становитесь безграничными, вы сами творите свою уникальную жизнь. Ошибка номер 7. Вы не делаете практику частью вашей жизни. Очень многие люди думают, что они создают свою реальность только во время практики. Например, когда ставят намерение по правилам трансерфинга, визуализируют целевые слайды и выполняют технику генератор намерения, стакан воды или другие. Или когда входят в центр осознания, который описывает Тафти, и запускают косицу намерения. Но это не так, вернее, не совсем так. Мы создаем свою реальность всегда, постоянно, каждый день, каждую минуту. Мы формируем реальность своей трансляцией, то есть своими мысленными излучениями, своими эмоциями и чувствами. И именно поэтому необходимо встраивать практику в свою повседневную жизнь, а не просто время от времени возвращаться к ней. Многие не осознают того, что необходимо всегда сохранять в себе ровное, гармоничное состояние и следить за тем, что вы посылаете в зеркало мира. Они выполняют практики и с чувством выполненного долга возвращаются обратно в рутину, в свои повседневные проблемы и снова засыпают. Снова по привычке реагируют на внешние раздражители, снова наполняют мир вокруг себя негативной трансляцией. Между тем, все ваши тревожные мысли, все отрицательные эмоции, все низковибрационные чувства, такие как страх, волнение, ненависть, раздражение, зависть, все они тоже формируют вашу реальность, хотите вы этого или нет. Вы можете этого не замечать, не отдавать себе в этом отчета, но это не так. Не удивляйтесь потом, почему вы выполняете практики, но до сих пор не получили результата. Запомните, практика должна стать частью вашей жизни, а не просто разовым ритуалом. Ошибка номер 8. Вы транслируете негативные эмоции в окружающий мир. Помните о первом принципе трансерфинга. Мир как зеркало отражает ваше отношение к нему. А ваше отношение – это и есть ваша трансляция.
все те образы и чувства, которые вы посылаете в зеркало мира, которыми наполняете окружающую реальность и которыми делитесь с людьми вокруг себя. Вы можете сколько угодно выполнять практики, медитировать, обретать внутреннюю гармонию, но какой в этом смысл, если сразу после практики вы встаете, хлопаете дверью и начинаете кричать на вашего ребенка, мужа, жену, коллегу и так далее? Или жалуетесь на жизнь и обсуждаете последние мрачные новости. Или погружаете свое внимание в социальные сети, проводя там долгие часы. Все мысли, которые вы транслируете, никуда бесследно не исчезают. Они оставляют энергетические следы в пространстве. Конечно, это не значит, что прямо с этого момента вы должны запретить себе думать о плохом и испытывать негативные эмоции. И тем более, я не призываю вас подавлять в себе такие эмоции, но я призываю к осознанности. Необходимо именно перестраивать привычный образ мыслей и действий, чтобы транслировать в мир гармоничное излучение. И этой трансляцией Вот цитата Вадима Зеланда «Трансерфинг реальности. Ступень 1. Пространство вариантов». Находясь в добрых отношениях с собой и окружающим миром, вы транслируете гармоничное излучение в окружающий мир. Вы создаете вокруг себя область гармоничных колебаний, где все складывается удачно. Позитивный настрой всегда ведет к успеху и созиданию. Как только вы до конца осознаете, что мир как зеркало отражает все то, что вы в него посылаете, вы сможете всю свою трансляцию выстраивать с учетом зеркальных принципов. Вместо претензий к миру транслировать благодарность, вместо обиды и гнева – любовь, вместо требований – желание чем-то поделиться. Транслировать гармоничное излучение в окружающий мир вам поможет прежде всего навык управления вниманием. Когда вы вытаскиваете свое внимание из текущих проблем и перенаправляете его на ваши цели, на то, что вас вдохновляет и ведет вперед, ваша трансляция становится чистой, то есть свободной от негативных эмоций, направленной на то, что вы хотите получить, на ваши намерения или на вашу новую реальность. Итак, прежде чем задавать реальность, проверьте себя, не совершаете ли вы эти ошибки, все ли делаете правильно. Входите в центр осознания перед тем, как задавать целевые кадры. Не пытайтесь изменить текущий сценарий, не напрягаетесь и не ослабляете хватку. Регулярно тренируйте косицу и находитесь в состоянии лады. Также помните о том, что мы задаем свою реальность своими мыслями, своим эмоциональным состоянием. И здесь необходима регулярная и систематическая практика. Недостаточно просто время от времени выполнять техники. Транслируйте гармоничное излучение в окружающий мир всегда, ежедневно, и формируйте свою реальность.